Сыр маринованный 280 грамм 9,90. 430 13,90. 430 грамм. Немного свежее. Ой, 22 евро килограмм. Видите? Сушеная щука 25 евро килограмм. Вы видели когда-нибудь черный сыр? Все к шампанскому идеально. И марципан ручной работы. Консервы из кенгуру, из зебры, из кабана. Здравствуйте, мои хорошие! Тере вам всем из Эстонии, из Таллина. Сегодня мы с вами в очень красивом месте, нарядном и очень нужном как раз до праздников. На Балтийском рынке. Это не простой Балтийский рынок, а рождественский Балтийский рынок в Таллине. За моей спиной уже все переливается, красотища. Давайте посмотрим, что нам предлагают. Цены посмотрим в Таллине. Все-все-все. Что можно поставить на свой рождественский стол, на новогодний стол. Да и вообще каждый день. Все сверкает и переливается. Погодка, конечно, как всегда. То был морозец, мало, то дождь снова. Но настроение это не портит. Во всяком случае, я так стараюсь себе внушить. Вообще, конечно, погода. Да, очень красиво все здесь, конечно, украшено. Невероятно. Вот это вот арка, вход в рождественский Балтийский рынок. Сезонно она меняет свою здесь вот это украшение, сезонно этот рынок меняет, но не знаю, мне каждый раз нравится. То к Пасхе, а не то к Рождеству, ну вот очень красиво, нарядно, правда? Здесь ходят поезда. И вот мы с вами давайте посмотрим, что тут продают. Все переливается. Глядите, какая красота. А народу здесь нет торговцев, потому что холодно, наверное. Но вот кое-кто сидит с мочалками, тапочками, носочками. Здесь заготовки. Тыква по 5 евро есть. Грибочки по 5, по 10. Грузди даже. Ой, по 18. Давайте я рассказываю. Лисички. Это значит рыжики соленые, не маринованные, очень вкусные. Это грузди, тоже желтые грузди, соленые. Щавель. Щавель, ага, это в супчик сразу, да? Да, супчик, аджика, очень острая такая, понемножку. Это тыква, наверное. Тыква, но с медом. С медом, ага, как интересно. Да, спасибо. А это эстонский мед, 10 евро банка, килограмм, 10 наверное. евро баночка, а это земляная груша. Ее покупают в основном от сахара. Она хорошо снижает диабет. Диабет, да. Ясно. Спасибо вам большое. Ой, какая умничка. Все рассказала нам. Здесь тоже все красиво, по 15. Вот мы на ярмарке смотрели вчера с вами. Там цены высокие очень. Здесь, видите, уже немножечко пониже. Здесь уже можно кое-что купить, да. А вот на ярмарке это там, да, в центре Таллина. Здесь всякое вкусное. Плов и так далее. Действительно, говорят, вкусное. Как-то вот ни разу не пробовала. Здесь пончики, я вам рассказывала, тоже показывала. Но как же все красиво. Ворстиапи, это изумительный тоже магазинчик. Все про колбасу и паштет ручной работы с хуторов. Украшения. Веночки разные. Как все сверкает, просто все такое зимнее. Ой, какие сухие букетики. А здесь шоколад ручной работы. А мы с вами сходим, наверное, в рыбный. Да? Первое, что хочется всегда попробовать со стола. Рука тянется, не знаю, как у вас.
у меня к солененькому тянется. Кто-то меня просил что-то снять такое, я уже не помню. Не то масляную рыбу, не то что-то такое. Я уже забыла. Так, сразу деликатесы. Черная икра 220 евро, 250 грамм. Горбуша 12,50, но она вот буквально крошечка. И как-то камчатский краб. И как-то из икры все. Что-то как-то красной-то и нет. А это камчатские крабы. Теперь смотрите-ка, 30 евро, 160 грамм. Угу. Так, тут что за деликатесы? Форелевая икра 69 евро килограмм. Форелевая икра еще 34 евро, полкило. Раки 29,90. Креветки 16,90. Чищенные, причем тоже. Красивые какие. А это омары. По-моему, кто-то спрашивал, где можно купить омар. Вот Балтийский рынок, я вам это сказала, и права была 19,90. Лежит голубчик. Это осетры 15,90. Так, шпроты вот здесь вижу, 4,50 в масле. Так, это Верска. Филе лосося 15,90, а на суп евро 50. Угу. Макрель. Морской окунь 6,90, свежий. Стейки еще какой-то. В общем, вы смотрите, вы меня просили что-то снять, а я уже ничего не помню. Так, угорь горячего копчения 39,85. Значит, он желированный в маринаде 16,50, 430 грамм банка. Минога 16,50. Это все деликатесы. А, вот икра, что-то ее как-то так сместили. Икра 49 евро, то есть 107 евро килограмм красная икра, это уже лосось. 110, 107, 110 евро за килограмм. Так. Тигровые креветки свежие 21,95. Ну как это, сырые, свежие, размороженные, ну поняли вы меня, в общем. Филе судака 19,85. Сам судак 11,25. Такие небольшие. Карп 6. И салака 2,65. Мелкая, на кильку похоже. Так, что тут еще? А килька рядом. А, ну нет, все-таки килька еще мелче. Угу. Есть сразу филе. Кильки 5,25 за килограмм. Бычки 3,65. Это свежее все. Сырая, свежая. Так, сейчас с вами копченую посмотрим. Лещи по 10. Вот здесь еще икра. И черная, и красная. Что еще с вами посмотрим? Здесь всегда устрицы по 2,50, по 2,10 штучка. Они вообще живые. Так, ракушки всякие разные. Заморозка. Так. Угорь 39,90, подороже. Вот здесь еще деликатесы тоже. Угорь маринованный 280 грамм 9,90. 430 13,90, 430 грамм. Да. Домашняя килька пряного посола. Вот ее на черный хлеб с яйцом. Эстонская вот такой бутербродик. 3,50. 3,50. Форелевая икра
37,90 полкило. Так, а здесь еще свежая рыба тоже. Все филе. Ракушки 6,90. Судака филе 25 евро 90 центов. Судака 24,90. И филе щуки 15,90. Так, а это гребешки, наверное, да? 5,90 штучка. Красивые такие. А здесь филе салаки. 5,90, 6,90. И лосось 32,90. Филе. Тоже и компании даже есть. 9,90 вот эта рыба. Морской окунь. Щука 8,90. Камбала маленькая 9,90. Все свежее. Окуньки 7,90. И лещ 9,90. Уже без головы такой вот. И даже счищена чешуя у него убрана. Так, здесь минога 18,90. Копченая салака крошечная 10,90. Так, шпроты Рига 4,90. Шпроты в масле. Очень красивые вот эти в стекле. Так, здесь что такое? О, тоже окуньки. Морской и не морской. Осетр, наверное. Здесь опять пошла свеженькая. И щуки фарш 16,90. Осетр 17,50. А еще есть осетр. Или кто это вот такой? Красивый, с усами. 8,90. А приправы всякие разные. Ой, здесь сколько? Здесь закуски к пиву. Сушеные такие, а здесь щупальца 19,85, как будто на гриле. Ой, как аппетитно выглядит. Так. Выикала холодного копчения. Вы не про это спрашивали? 26,95. Кто-то спрашивал что-то у меня. Палтус холодного копчения 23,50. А то что-то я где-то прошла. В общем, смотрите сейчас. Ой, ну какие эти вот осьминоги, просто красавцы. Кальмары. Ага, так, а здесь камбала, но она опять не очень большая, 12,90. А, это здесь вот эти рулеты и торты из нескольких видов рыб. Помните, мы с вами смотрели один киоск напротив Котка. Вот здесь они тоже есть. 50 евро рыбный торт. Ну уж на праздники позволить себе надо, правда? Евро 50 набор на суп. Дешево и сердито. Икра форелевая 69 евро за килограмм. И изумительные салаты горячего копчения. Вот 24,50. Когда-то они были по 18-19 евро. Вот эти вот салаты. Очень вкусные. Здесь селедочка в разных маринадах по 16, по 8 евро. Так, а здесь свеженькая. Это корешка, наверное, да? Свежая ряпушка 15,90. Ряпушка, представляете? Вот так. Икра судака сырая, или как это, свежая, 9,50. Салаки кильки 2,50. А это минога свежая. Ой, 22 евро килограмм. Видите, у нее какой ротик?
Она, эта рыба-паразит, она присасывается к более крупным особям и как бы сосет там, или как это, для своей жизнедеятельности все. Это у нее там зубы, да? Чем я занимаюсь? Рассматриваю, стою. Ряпушка финская. А это евро 20, это ребрышки лосося. Тоже можно на суп или куда-то. Икра красивая какая, вон по 40 евро форели. И рыбки всякие. Карп 7,90. Лещ 4,50. Так, а здесь опять копченые все. Камбала холодного копчения 15,90. Это уже покрупнее. Горячего написано ну хорошо. В общем, копченая камбала 15,90. Она уже крупненькая такая, красивая. Красота, правда? Глаз не отвести, уходить не хочется. Подписывайтесь. Наш канал очень интересный. Влоги выходят каждый день. Жизнь обычной семьи из Эстонии. Я в глубокой задумчивости иду в другой отдел. Так, теперь мы пойдем смотреть с вами мясное. Здесь мы насмотрелись. Теперь идем смотреть, что там с мясом. Самый, в общем-то, главный вот этот зал. Давайте пойдем сюда. Во-первых, вот так вот выглядит наш Балтийский рынок. Всегда говорят, что вот скорее бы центральный рынок перестроили в что-то современное. Я думаю, что будет все-таки он перестроен и будет иметь представление себе что-то такое. Ну и цены, соответственно, я думаю, здесь взлетят, потому что все это стройка, все это вложение, конечно. И потом пирожки по евро вы здесь не купите уже, конечно. Так, здесь начнем смотреть с вами. Ох, прямо аж даже не знаю. А здесь что у нас такое? Напиток медово-лимонно-имбирный. И, наверное, мед. Вот такие вот подарочные наборы с орешками. По 25 евро. Ингвари, да. Для холодного периода и для горячего. Очень красивые наборы. О подарке можно задуматься. Вот такие тоже гномиком, чтобы ходили. Здесь разные сладости. On se mesija? Meie oma? Eesti oma? Eesti oma täitsa. Siin on niisugust segatud mett veel, mis on vaarikatega, maasikatega, võrsega, siis on ingver ja tumerik. Значит, здесь, да, с малиной еще есть мед, есть со смолой еловой, есть с имбирем и так далее. Tõlgin kohe. Jaa, aitäh. Aga mis asi see on? See on nagu jook või? Jaa. See on sidrunimaht, ingverimaht ja mesi. Issand. Nii kohe terav. Aga ja ингвери-шот очень резкий, но хорошо так горло дерет сразу. Можно попробовать здесь все. Чистый, натуральный. Я. Мингит. На хуторе сами делают. Да. Так, здесь паштеты по 2 евро, но он свиной, поэтому колбасы вот эти все, что на ярмарках, вот, наверное, здесь тоже можно отведать. 11,39 за килограмм, 3,80 штука. Кровяные колбаски уже появились, 6 евро, 30 центов, уже кровяная тоже есть. Какие красивые ветчинки. По 10, по 11. Ага, спасибо. Сейчас нас с вами тут накормят. Уже напоили. А вот это вот то, что продается в магазине Теспи. Здесь тоже есть сладости, пирожки, салаты. А здесь итальянская продукция представлена всегда. Вот есть. И тоже уже праздничные наборы, корзины. По 50 евро, по 22 евро. Что сюда входит по 22? Ну, макароны итальянские, видимо, наверное, соус классический и что-то еще там. Вот, ну, как бы такое вот. Что-то с вином. Такие вот кексы.
пироги всякие. Наверное, можно составить самому. Это, наверное, рис или что у них, да. Для ризотто рис с трюфелями 10,90. Пачка, там килограмма нет, конечно. Бальзамические уксусы. Ну, в общем, вот такое итальянское. Здесь что привезли? Апельсины красивые какие. Тоже новогодние. Видите, у каждого лоточка, у каждого пункта, или как это, да, прилавка, есть что-то такое вот новогоднее. Красиво все. И оливки, что здесь только нету. Сыры. Сыры по 16, по 14, по 12 евро. Такие обычные, имею в виду. Маздамер 18,95. Вот он тоже вкусный. И вот этот с хутора молочка. Вот это тоже хорошо. Сметанка, творог. Это хуторское. Масло 15,95 за килограмм. Сливочное. Так, здесь оливки. Здесь все Италия блещет. И вяленые колбаски, и оливки какие крупные. Черные 27 евро килограмм. Ветчины. По 60 евро колбасы. Хамоны. Нарезки. Так, а мы с вами пойдем посмотрим еще что-нибудь. Сырое мясо. Может, кому интересно. Вот там на холодец, допустим, ножки. А тут вон есть печенка говяжья. Свиные языки. Почки, уши. Кого хотите. Все есть. Миллион всего. Свинина, это говядина 13,90. А эти ребрышки 11,30. Можно на суп взять, и будет хорошо. Потому что говядина как-то стала особо дорогая в последнее время. Так, это сырое мясо. Здесь пошла курица. Утки 10,90 за килограмм. Уже готовые котлеты. Такие деликатесные виды говядины, я так понимаю, наверное, мраморная и так далее. В общем, очень все красиво. Вот тоже говядина. 24 евро. Красивая такая, конечно. Тоже вот это вот все фирмы представлены. Ноги, руки, все, что хотите. Так. Давайте посмотрим, пойдем во фрукты, в овощи тоже что-нибудь. Хотя всем, конечно, хочется мяса, а не фруктов, наверное, да? Эти вот ворсти, кровяные колбаски тоненькие, 2 евро. Хорошие, их так в духовочке сделать. Здесь уже все готовое. Только в духовку. Каре ягненка 28,90. Это вам так просто, чтобы посмотреть, что вообще бывает в наличии. Какой ассортимент, да? Просто так. Kes elab metsa sees, kes elab paksu metsa sees. Так, посмотрим, что у нас с вами в овощной части. Лук 2,80. Картошка 3,90. Евро 50. Тыква 3,50 мускатная. В магазине все, конечно, дешевле, но там, наверное, и не эстонское, а все привозное. Малина сейчас 2,59 100 грамм. Ежевика 3,99 100 грамм. 18,90 100 грамм. Клубника. Здесь тоже уже готовая еда.
Елочки, как все украшено. Здесь что-то такое особенно красивое. Дели. Пирожные какие-то прям изысканные. Смотрите, какой манго пассион. Красивый какой. Шоколад ручной работы. Пыхьяла Дели. Пирожные всякие эклеры по 4,50. По 5 евро пирожные. И рабарбари кок 3,50 есть сейчас. Представляете, в такое время зимняя рабарбари кок. Но и всякие пирожки с капустой. Вкуснейшие булочки. С соленой карамелью крендели 18 евро. Булочки по 3,50, по 3,90. Пирожные такие, всякая красота. С кардамоном и корицей. С кардамоном, карамелью и фисташками. Вот по 3,50. Какая красота. А есть где разгуляться. И тоже так все украшено красиво. И здесь тоже все в Рождестве. Паровозики. Щелкунчики. Пахнет везде вкусно. Так, ну давайте еще посмотрим. Конечно, эти вот свежие ряды, они изумительные. Папайи всякие, кабачки 5,90, паприка 6,90, тимьян 5,90 в горшочке. Хурма 7,50, мандарины 3 евро килограмм. И 6,50 прямо с веточками. Смотрите, какие красивые, с листочками. С листочками прям. Помидорчики 10 евро килограмм, черри 12 евро килограмм. Как-то у нас такие цены в магазине попроще. А здесь прямо кто же это берет так? Наверное, берут. Это магазин сыров. Тоже вот хорошо сейчас на подарок что-то придумать. Такие вот коробки уже сразу с соломкой продаются. И вы можете сами собрать себе подарочек, какой хотите. А есть и готовые. Вот, 58,95. Тут сколько разных сыров и варенье специальное к сыру, потому что каждому сыру должно быть свое, как мармелад или варенье, не сладкое такое, но специальное. Здесь 55 евро с вином и тоже красивые такие наборы. Ну и сами сыры. 41 евро, 38. Пахнет здесь, кстати, очень неплохо. 40 евро. Так, руками здесь трогать нельзя. 65,90 вот такой наборчик. Такие вот корзины. Ну, около 100 евро, да, 71 евро. 39 евро за килограмм. Это с трюфелями, с карточкой клиента, минус 10% этот сыр. Вот эти разноцветные, не знаю, я их пробовала, мне они как-то не нравятся. Вот это коробки, можно здесь их собрать себе подарок. И черный есть. Вы видели когда-нибудь черный сыр? Пробовали? Мы как-то с мамой на день рождения, у мамы было, она накрывалась черным сыром. Было ничего так. Ой, как здесь пахнет. Это из козьего молока. 37 евро килограмм. Это с кориандром. А здесь такой темно-коричневый. Особо пикантный. 37,95. 3,80 100 грамм, в общем. Можно целую такую взять. Шоколадный рис. Закуски. И вот здесь представлены всевозможные варенья для сыров. И, наверное, может быть, даже написано для какого. Что вот это вот варенье из лука мы с вами пробовали на Рождество. Очень вкусное. Да, здесь обычно пишут, какое варенье для какого сыра. Это вообще здорово. На банках написано. Это бальзамические уксусы. Всякие снеки. Паштет, пульпы, это перепелка. По-моему, раз вы мне уже переводили, по-моему, перепелка, фазан, паштеты.
Трюфельный майонез 5,52, а это 3,92. 3 евро 92 цента. Мы из Эстонии, у нас все в евро, да? Вот из фазана можно. Ах, какие сыры. Чувствуете, как пахнет? Здесь очень хорошо пахнет. Трюфельный паштет с боровиками 5,57. Очень интересные всякие такие вещи. Здесь крекеры. Не сомневаюсь, что вкусно. Вот еще корзины какие. Около 100 евро. Вот такой набор тоже. Здорово. Тут люди ходят, смотрят, потому что подарочных вариантов сейчас, конечно, очень много. Широкий выбор подарков. Вот можно сейчас приобретать уже. Идеи. Подешевле, подороже, поменьше, побольше. А это с синей плесенью. Камамбер. Ой, какие хорошие. Вот это да. Сайн-Тагур, мой любимейший сыр. Вот этот Сайн-Тагур. Как я его обожаю. Чеддер. Ну, здорово. Маздамер 2 евро 30 центов за килограмм. А этот 4 евро за килограмм. Как пахнет. Чувствуете? Ноздристый сыр. Еще очень нравится мне место на Балтийском рынке Мухупакар. Здесь изумительный хлеб из пекарни. Заходишь, и аромат, конечно, невероятный. По 2,50 с маком булочки. Какие-то рогалики. И вот у них здесь есть масло. 4,60 и соленое, и с укропом ручной работы. Это очень вкусно. И вот хлеб. С семечками 4,20. Он примерно 850 грамм, с тыквенными семечками, с орехами. Здесь даже не подойдешь. 4,20 вот такой русский сепик. А это шоколадный хлеб с орехами и ефекатека с клюквой. 4,20. Он прям горячий. Вот этот надо, наверное, сейчас взять. Конечно, красота. Так, еще что посмотрим. Это с приправами разные, 4,20. И какие-то половинки тоже. Ну, вот этот, наверное, надо взять шоколадный хлеб с... Вот этот вот. 4,20 возьмем. Так, помогла тетенькам азиатской внешности на английском выбрать там вот хлеб. Они хотят традиционное, а тут все шоколада, то все. Ну, в общем, я взяла с шоколадом, клюквой, еще с чем-то. И пойдем с вами кофе пить домой. Оливковые масла. Вот, не знаю, написано ли здесь хоть на одном из них кислотность. Не вижу. Может, написано, надо разговаривать. Мед. Мед. 10 евро килограмм. 4 евро маленькие. 7 евро банка. Но килограмм 10 евро получается. Здесь тоже мед. Все соты. Смотрите, как красиво оформлены. Сами соты. 39 евро соты. 3 килограмма. И прилавок, или как это, да? Смотрите, как. Здесь 8 евро килограмм. Горы всего. Куда это все девается, если не продается, скажите мне. Подписывайтесь. Наш канал очень интересный. Влоги выходят каждый день. Жизнь обычной семьи из Эстонии. Ну и, конечно, традиционно каждый год я показываю, что продается в нашем эстонском, ну как в нашем эстонском, ну будем называть это так условно, да, в магазине Калев к Рождеству. Так, что же здесь есть? Наборы конфет рождественских уже с этой лошадью, которая будет огненная или какая она там. 7 евро 53 цента. Вот такая классическая ассорти калевская 11,31. С ликером 6,27. Цены в евро. Здесь очень много чего пришло. Пиппар Коукит 3,30 коробки.
по 6,27. Какие-то есть скидки. Черной пятницы минус 30%. Печенье, тоже хлеб. Консервов как-то много, соки. Нет, как-то нам не сюда. Так, а здесь, наверное, нигде не пройдешь. Сейчас столько всего здесь, что... Вот этот отдел я люблю, приходить сюда. Значит, здесь 33 евро. Вот эти подарочные наборчики от Калева. 33,25. Тут и варенье, и какие-то кексы. За 40 евро вот трюфели набор. Разные. Вот там еще что-то. Шоколад. Кирьюкуэр 11,90 полкило. И вот трюфели 9,95. В этом году у них вот такая красивая упаковочка. И 315 грамм 18 евро 25 центов. Можно все это в подарок, так вот в пакетик. Так. Вот еще. А этот линь-но-пим, птичье молоко, и вокруг обложено все вот тоже трюфелями. 29,55 стоит. Или такой вариант. Или такой вариант. Все варианты хорошие. Это вот все батончики марципановые, какие есть. Всякий набор. 9 евро 15 центов. Коробки конфет. Разное. Это птичье молоко. 5,99. Сейчас со скидкой. Там 3 сорта. Розовые, шоколадные, белые. Классическое ассорти 4 евро. 52 цента. Так, и вот из новогодних 11 евро 30 центов вот такие коробочки калевские. Там внутри вот такая всякая радость. Ананасовые, мармеладные, карамельки. Девочка с цыплятами 6 евро. Как мы их называем, не знаю, я их очень люблю, они очень вкусные, не все любят их. 6 евро 27 центов вот такие Ивана Таллин марципан. Огромный привоз всего. И самые, конечно, классические, шикарные конфеты. Визитная карточка, вот то, что наверху стоит. 13 евро кунгла, вот это трюфели набор. Ручная работа. Каннель 16,90, 42. Это музыкальный инструмент, похожий где-то на гусли. Тулек 13,97. И вот эти трюфельные 7,39. 7 евро 39 центов. Здесь 160 грамм, но это очень вкусно. Глёк тоже продается у них. И разные ликеры. И здесь уже ручная работа. Конфеты Кама 13,95. Комет. Помните, раньше были конфеты Комета? Вот они. И здесь жюри. Тоже раньше в коробках были. Теперь они вот так отдельно продаются. На развес 39,95 за килограмм. Это вот мою спала девочка, которая с цыплятами тоже. Это тулек. Вот эти в кулечках это тулек. Плитки разные. Так, здесь 5,50 в пакетике. Так вот мою спала можно. Да, кофе тоже. Так, а здесь сейчас с вами поглядим. Еще наборы вот такие. В прошлом году мы к шампанскому брали 16,50. Здесь вот таких разных брали. Это только каннель, это смесь трюфельных с каннель. Не знаю, я люблю больше всего желтеньких. Вот эти желтенькие мы, по-моему, брали, да. 25 евро, вот побольше немножко пакеты. Но это все к шампанскому идеально. И марципан ручной работы. 3 евро 45 центов вот такие Деды Морозы. Национальные всякие куколки. И вот в костюмах даже 7,95, 11. Ручной работы марципан.
Марципановые фигурки ручной работы, так и написано. Вот цены перед вами. И здесь вот все, что касается Рождества, Нового года. Что-то вроде есть с уценкой, какие-то карамельки по 50 центов. Всеми знаменитые и любимые дракончики. Почему-то вот за границей очень любят эти дракончики наши. Это жевательные конфеты. Евро 0,9. И вот еще одни наборы подарочные. Здесь тоже карамель, мармеладная, батончик и ириска. Вот такая. А сколько они стоят, что я и не вижу. Вот тоже разные конфеты. И здесь все на развес, килограммами и по-разному. И знаете, толпа, очередь стоит. Вот еще можно что подарить. 19,75 ликер клубничный и трюфели. Можно вот оформить так. Глёк и вокруг трюфельные конфеты. Пыльца-моглёк тоже красивый вариант. Стоит это 2, не знаю, сколько это стоит. Это срок там 25, это срок. Вот тоже здесь вот поменьше этих конфет. 16, что ли, евро. Вот еще марципан. Здесь немножечко со скидкой есть медальки, вот всякие по 50 центов. И толпа, да, так это. Ну, идемте с вами дальше. Еще вот здесь прилавочек есть, всякие сушеные травы, есть конопляный чай. Если хотите, чтобы ваша жизнь заиграла весельем и другими новыми красками. Смотрите, какая дешевая колбаса со скидкой. Срок 3 декабря, а мы сейчас прямо на муку хлеб, его вот с маслом. Размер колбасы. Я сейчас куплю и покажу. 2 евро всего палка. Она, конечно, небольшая. Была 5,65, стала 2. Я возьму сейчас парочку, что на бутерброд. Была 5,65, стала 4,95. Но она тайсует с полного копчения. Там, так и это тайсует просто с сыром. Это сыр, а я хочу с сыром. Я всегда с сыром, да. Ну вот 2 палки взяли. Дома покажу. На 4 евро 2 палки колбасы. Че, плохо? Хотела показать вам кровяную колбасу с маслом Выйка. Значит, она не очень сухая. 5 евро 49 центов за килограмм. Такие как сосиски тоже Very Worth It 5,69. И 4 евро это от Neo. Вот еще в одно интересное местечко. Сейчас я зайду. Хочу я... Не с того места зашла. Хочу я на этот черный хлеб. Колбаски мы с вами взяли. А вот еще здесь посмотреть, может, паштет. Это называется ворстиапи. Колбасная помощь. Что если вы пропадаете без колбасы, то вам сюда. Здесь тоже очень все здорово. Так, что у них? Вот у них паштет 4,90 из говяжьей печени. Очень вкусный. Перепелиные яйца. Вейси Макса. Да, вот этот надо взять, он очень вкусный. И что у них тут только нет. Украсили тоже, видите ли. Вся колбаса висит везде. Ворстиапи. У них разных паштетов, консервов, колбас. 45,90. Какая колбаса, килограмм. Да. Бульоны, деликатес, консервы из кенгуру, из зебры, из кабана. Пробовали когда-нибудь? Каких тут только нету колбас. Всяких разных. Тоже с сыром, талупоя. По 8,90, по 9,90. 30 евро за килограмм, считайте. И килечка у них есть, и макрель, и маринованная минога. Тоже все есть, все деликатесы. И вина. Чего тут только нету. Да. И сало, и кровяная колбаса 15,90 здесь. Салаты разные. Но мы с вами возьмем здесь паштет обязательно. Курица. Репи. Так, и тут всякие еще заготовочки. И вот паштет берем у них. Этот из утиной печени. А вот этот с говяжьей 4,90 очень вкусный. А здесь говядина.
Печень, свинина, масло, вода, лук, морковь, черный перец, соль и коньяк. Настоящий паштет эстонский. Говяжий обязательно должен идти коньяк. Вот этот мы его с вами и возьмем. А вот такой рыночек. Рынок. Рыночком это не назовешь. Все-таки огромный выбор. Найти можно на любой вкус. Чего только хотите. Мясное, рыбное, деликатесы, что угодно. В общем, я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Покупайте что-нибудь вкусненькое, чтобы столы у вас ломились. У всех в Рождество и в Новый год, чтобы вам было вкусно, весело, чтобы настроение было хорошее. И, конечно, как всегда, по традиции, желаю солнышка в душе вам всем. И до следующего видео что-нибудь еще интересное с вами придумаем. Пока!